И снова я приветствую всех зрителей этого видео. Спасибо, что нашли время посмотреть. Надеюсь, оно вам понравится. Буду благодарен за лайк, за комментарии и за подписку, если вас интересует тема поездов, поездок на поезде и железная дорога в целом. Многие из вас уже знают, что я был недавно в Монголии, находился там 25 дней с 19 апреля по 14 мая. В этом видео вы можете увидеть часть моей поездки на обратном пути, когда я возвращался из Улан-Батора в Иркутск. В этом видео можно будет увидеть прибытие на станцию Дархан. Пожалуй, это будет последнее видео из серии моих видео, которые я снимал по дороге в Монголию, в самой Монголии и на обратном пути. До этого я уже опубликовал одно видео прибытия на станцию Дзунхара. Если вы еще его не видели, то можете посмотреть. Все мои видео с монгольскими поездами можно найти в подборке, которая находится на главной странице Дзен-канала. Поэтому предлагаю вам посмотреть. В Монголии действительно интересная железная дорога, своеобразная, но чем-то похожа на российскую. Не зря же РЖД владеет 50% Улан-Баторской железной дорогой. Поэтому предлагаю посмотреть и немножко поностальгировать. Я знаю, что много людей жило при Союзе в Монголии. Насколько я знаю, около 100 тысяч советских специалистов жили в разные годы в этой степной стране, работали, помогали восстанавливать экономику. Поэтому у многих есть ностальгия. Возможно, кто-то из вас тоже жил в Монголии и даже в Дархане. Поэтому это видео вам будет вдвойне интересно. При поездке из Улан-Батора в Иркутск на территории Монголии всего 3 остановки. Это станция Дзунхара, Дархан и потом Сухэ-Батор. Это приграничный город, там происходит паспортный и таможенный контроль. А затем при пересечении границы поезд где-то идет полчаса. Следующая станция на российской стороне это Наушки. Там уже происходит таможенный и паспортный контроль с российской стороны. Так что рекомендую, если будет возможность, прокатиться в Монголию. Поездка туда не дешево, но нужно искать экономные варианты. Например, доехать до Улан-Удэ и там сесть на автобус за 3000 рублей. Можно доехать до Улан-Батора. Так что, как бы не всем удобно ездить на автобусе. 12 часов сидя, это не каждый сможет выдержать. Но плюс в том, что пограничный контроль происходит быстрее, потому что у автобусов есть свой зеленый коридор. Кто едет на частных машинах, они, конечно, дольше должны ждать в очереди, особенно летом, когда начинается туристический сезон. Как вы, возможно, уже видели, смотреть из окна поезда на территории Монголии сильно нечего. Есть, конечно, интересные пейзажи, какая-нибудь речка на фоне сопок, но леса такого нет, как у нас в Сибири. В основном кругом степной пейзаж. На то она и Монголия, так что, в принципе, я не буду вас мучить, не стал вам показывать степи, однотипно, конечно, это все. Поэтому урезал это видео до такого момента, чтобы вы могли посмотреть населенные пункты. В основном между крупными городами находятся небольшие поселения, небольшие деревни, иногда даже можно встретить одиночные юрты, возможно, там живут пастухи. Также очень красиво смотрятся табуны лошадей, которые пасутся вдоль железной дороги. Поэтому предлагаю вам досмотреть это видео до конца. Оно небольшое, но интересно. Особенно если вы жили в Дархане, в Монголии. У вас, возможно, появится ностальгия. Поэтому, если будут вопросы, задавайте, пожалуйста, их в своих комментариях. Лайки, комментарии, все это продвигает мой Дзен-канал. Буду вам благодарен. А если вы интересуетесь железной дорогой, то буду благодарен и за подписку. Желаю вам приятного просмотра. Спасибо, что смотрите и комментируете. Скоро будут новые видео из Иркутска, с Байкала, со Слюдянки. Так что... Но не исключаю, что еще раз получится съездить этим летом в Монголию. Примерно конец июля, августа, начало августа я бы еще туда съездил, честно говоря. Потому что я был в конце весны, погода была еще не очень, мало зелени. А вот летом там действительно очень красиво. Как-то поинтереснее, потеплее, погода более прогнозируемая, но и солнце там, конечно, своеобразное, оно, я бы сказал, такое кусачее, оно прямо не такое мягкое, как у нас в Сибири. Так что Монголия летом с конца мая по конец сентября можно ехать. В остальное время года, особенно зимой, там по большому счету делать нечего, если вы там не зарабатываете деньги.
Для миграции эта страна тоже не всем подходит, но можно на крайний случай. Так что спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.